Макаров, сцена 75-я, кадр 3, дубль 9. Начали! Можно без хлопушки начать, а? Твою, Паша! Ну мы снимем когда-нибудь этот дубль или нет? Все, можно не орать, сейчас все... Еще раз! Да, давайте, Таня! ребят. Тишина в павильоне! Тихо! Доктор Макаров, сцена 75-я, кадр 3, дубль 10. Начали! Мне тяжело об этом говорить, но у вашего отца оральный... Стоп! Сейчас. Так, тихо, Паша! Сейчас. Понимаешь, у тебя дубли неудавшихся больше, чем у Жеки Чана. Можно выучить один раз? Митрально, аортально, трикуспидальный. Стеноз. Что-то сложно. Давай на ветрянку заменим, а? А какая ветрянка? Он смертельно болен. Сценарий надо читать, а не бухать по ночам. Фу, ну ты, лапти гнутые, а. Ребята, если вам 30 лет, и вы пьете всю ночь, скорее всего, в семье какая-то задница. Если вам 40 лет, и вы всю ночь бухаете, ну, наверное, проблемы с начальством. Если вам 50, всю ночь пьете, скорее всего, вам на утро трындец. Надеюсь, все это понимают. Уйди ты Я с твоими бухал. пончиками! Я болею. Знаю я твою болезнь. Алкоголизм называется. Профессиональная болезнь. Так, тишина! Сейчас. Пойдет. Мотор! Доктор Макаров, сцена 75-я, кадр 3, дубль 11. Сейчас. Начали! Тяжело об этом говорить, миленькая, но у вашего папы, пожалуйста, прочитайте сами, чего у него. Я тебя очень прошу. Стоп! Вот здесь написано. Да Паша же! Пожалуйста. Ну что ты делаешь надо мной? Издеваешься, что ли, а? Почему она сама-то не может лежать? Смотри, ну она у нее глазки умные, смотри какие, пожалуйста. Так, давай я здесь буду решать. Ты это скажешь или не ты? Или это скажет кто-то другой? Чего? Ты еще и оглох? Нормально. Я думаю, пора тебя заменить на актера как-то поумнее, потрезвее и помоложе. Слышал, а? Слышал, а? Ребята, все слышали, а? А может быть, режиссера пора заменить, а? На режиссера, который умеет, так сказать, в коллективе общаться со звездами. Свиньи, а? Пускай он орет на своих сценаристов. Не было и не будет никогда такого, чтобы Павел Гуров извинялся перед бездарем каким-то режиссеришкой. Ну, понимаешь, а? Откуда из башки напридумывают болезней, а ты им стоя выговаривай. Паш, ну не заводись, посмотри, такая болезнь реально существует. Все равно уроды. Ну, согласись, уроды вот, а? Ну не бери в голову, ну у тебя есть майор Лавров. В конце концов, я тебе найду скоро новый проект. Я думаю, Марго, что я до этих счастливых дней уже не доживу. Паш, имей совесть, а? Я и так кручусь, как белка в колесе. Здрасте, белка в колесе. Еще ты на меня потявка, а? Белка в колесе. Иди вон работай в цирк, в колесе там. Папа, мне показалось, или вы с Марго не очень хорошо разошлись? Это вы с Аней не очень хорошо разошлись. А мы вот так разошлись. Здесь я, к счастью, решаю, когда кто с кем расходится. Прости. Что-то психанул. Меня в больнице такого наговорили. Там все нервы истрепали. Больница? А что, что-то серьезное? А? Да какая теперь-то разница, сынок? Я это пойду прокачусь, воздухом подышу, клопа заберу из школы. Я говорю, внука из школы заберу. У меня ж внук есть, Владик. Что ему сказали в больнице? Митрально, аортально, трикуспидальный стеноз. Смертельное заболевание. Папа. В школе как? Пятерку получил. Врешь?
Опять двойку схлопотал, да? А как ты догадался? Потому что, когда врешь, у тебя голос дрожит. И в глаза смотреть надо, понял? Дед, да только не говори отцу, ну пожалуйста, я не специально. Я обязательно ее исправлю. Молодец, плакать уже научился, моя школа. Тебе понравилось? Смотри, звездную болезнь не схвати. Исправим мы твою двойку, исправим. У меня сейчас и время свободное появилось. Спасибо, деда, ты у меня самый лучший. Не переигрывай. Дед, а давай кто быстрее до дома по лестнице добежит? Смерти моей хочешь, а? Догоняй! Может, тебя заменить на актера помоложе? Я вам покажу молодого. Вперед, пятачок. Я тебя на одной ноге обскочу. Симптомы. Боль в области сердца, одышка, головокружение. Правильно бабушка говорит, тяжелый ты человек. Папа, тебе плохо? Папа, меня беспокоит твой вид. Может быть, тебе нужны лекарства? Мне нужны лекарства. Грамм 200. Шотландская микстура. Ну, не сейчас, конечно. Сейчас я хочу помочь разгрызть гранит науки нашему любимому клопу. А что, у Влада проблемы в школе? Нет никаких проблем. Почему тебя удивляет, что я просто хочу уделить внимание любимому внуку? Просто раньше ты не уделял так много внимания любимому внуку. То было раньше. Раньше колбаса была по 2,20. А сейчас, пока еще есть время, я почему не могу пообщаться с любимыми, родными, близкими? Пока есть время. Немного осталось. Все сходится. Папа, ты ничего не хочешь мне сказать? Чего? Все нормально у Владика в школе. Ладно, не хочешь, не говори. Но если вдруг захочешь поговорить, знай, я всегда готов тебя выслушать. Угу. Всегда. Угу. Видишь, как получается? Фух, деда, ты самый лучший актер в мире. Это режиссеру моему скажи. Да, Марго. Угу. Угу. Конечно, приеду. Да, подожди. В общем, отменяются уроки. У меня здесь важные съемки наметились, понял? Ага, съемки у него. Когда врешь, в глаза нужно смотреть, а не по сторонам. Талантливый гаденыш, а? Пригрел на груди, а? Ты знаешь что, ты это самое. Я не тебе. Давай не в ресторане встретимся, ну где? Последний раз ты так рьяно занимался, когда какой-то старый козел назвал себя старым козлом. Ничего, еще повоюем. Давно не брал я в руки шашки. Ну, рассказывай, что у тебя? Ну, в отличие от тебя, я на месте не топталась. Предложения у меня куры не клюют. Мань, ну не тяни ты. Что там куры не клюют, рассказывай. В общем, роль специально для тебя. Нормально. Гамлет. Ух ты. Театр Селена, ДК Химки. Вообще сдурела, а? Ну, для тебя же не имеет значения, на какой сцене играть Гамлета. Имеет. Гамлет должен умереть от яда, а не провалиться в гнилую доску в старом театре, в Химках. Еще что? Все. Прикольно поработала. Не запарилась, а? Соберись, Маргоша. Весь свой талант вперед. Подключи его. Роль мне найди. Я тебе даю неделю. Я не хочу умереть безработным в расцвете лет. Паш, ну ведь все можно вернуть. Надо просто извиниться перед режиссером. Конечно. Я уже и наколенники купил, чтоб подползти на коленочках ему. С твоей гордыней ты умрешь безработным. Ничего страшного. Значит, будем здесь встречаться. Я буду себя молодого тюнинговать, а ты будешь в душевой, мужской, тряпкой махать. Что это ради-то? Того это ради. Запомни, я безработный, ты безработный. Я без бабок, ты без бабок.
Поэтому собери весь свой талант в кулак. Вперед, Марго, вся наша сила в твоих ногах. Попку-то подтянуть можно, кстати. Тарарира, тарарира. Владик, я смотрю, у тебя с дедушкой очень теплые, доверительные отношения, да? Да, дед клевый. Влад должен знать правду о дедушкиной болезни уже сейчас, иначе впоследствии это может обернуться для него травмой. Владик, у меня к тебе серьезный разговор. Понимаешь, все тайное когда-то становится явным. Ой, он узнал про двойку. Лучше тебе сейчас во всем признаться, чтобы потом не было больно. Больно? Да, мучительно больно. Ты уже все знаешь. Дед рассказал. Пап, мне очень жалко, что так вышло. Мы просто не хотели тебя расстраивать. Дед пообещал мне, что мы вместе сможем все исправить. Бедный мой мальчик. Кое-что в этой жизни, к сожалению, совсем нельзя исправить. А давай вот как поступим. Ты будешь как можно больше времени проводить с дедушкой. Все свое время. А в школу пока можешь не ходить. Вот это да! Дедова система работает. Главное, в глаза смотреть. И можно в школу не ходить. Да, я понятия не имею. Ты лучше скажи, что с работы, хватит визжать. Куда я знаю, где мое портфолио? Ты приедь сама ищи. Может, хоть что-то найдешь. Про Гамлета я не хочу слышать. Давай. Ну? Пап, все в порядке? Да, сынок, все, зашибись. Просто сказочно. Чего хотел? Его можно понять. В таком состоянии трудно себя сдерживать. Пап, нам нужно поговорить. Я понимаю, тебе тяжело, но, может быть, лучше высказаться, чем держать проблему в себе. Нет, сынок. И носить проблемы в семью – это твоя прерогатива. Ну, как хочешь, можешь не говорить. Тем более я и так все знаю. Знаешь уже. Даже трудно поверить, что это случилось. Чего трудно, Витюш? Философия, диалектика жизни. Мы стареем, ветшаем, уходим. На наше место приходят другие. Если бы я мог, я бы поменялся бы с тобой местами. Спасибо, сынок. Я не хотел все-таки вот женскую грудь видеть раз в 10-15 лет. Ты не парься. Я смирился практически. Нет, папа, нет. Надо жить каждую минуту, чувствовать пульс жизни, ловить каждый момент, каждый шанс, цепляться за любую ниточку, сделать вещи, которые, быть может, ты не успел или боялся сделать. Надо брать от жизни все. За ниточку, говоришь, цепляться. Может, действительно, это не конец, а? Может, это начало, наоборот. Какой-то вот другой моей, какой-то моей вот новой Папа, жизни, а? Я тоже в нее верю, пап. Да. Да. О, нам так приятно, что сам Павел Гуров будет играть в нашем театре. Главное, чтобы вы верили, что это на театр похоже. Вот мы сейчас с вами пройдем в гримерку, там можно будет переодеться и на репетицию. Которая? А вот, Павел Михайлович, прошу. Моя гримерка. Какого-то Крепчука. Вы будете вместе. До свидания. Павел Михайлович. Мне все равно. Крепчук, Хренчук, хотя Лен Делон. Запомните, я никогда ни с кем. Ой, здравствуйте. А мне сказали, вас ко мне подселяют. Крепчук Мария Юрьевна. Но для вас просто Маша. Для вас просто Паша. А я думала, здесь какие-то хулиганы шумят. Что, если меня вовремя прижать, я и похулиганить могу.
пожалуй, я поработаю в вашем театре. Знаете, вот эта вот первозданная красота, она вселяет надежды. Да. О, привет. Ты что, ключи от бороться спер? Нет, Маргарита, в нашей семье наступил тот момент, когда даже такие сильные люди, как я, могут проявить слабость. Я, видимо, пропустила момент, когда ты стал сильным. Не время для шуток, Маргарита. Мой отец скоро нас покинет. Ты все-таки выжил его из квартиры. Мой отец смертельно болен. Он это не афиширует, но мне он признался. А вы что, разве не замечали, что в последнее время он очень изменился? Ничего. Еще повоюем, поборемся. Я думаю, Марго, что я до этих счастливых дней уже не доживу. Даю тебе неделю. Я не хочу умереть безработным, ясно? Да не. Ну что ты, ну он крепче скалы. Бьюсь в заклад, что за ширмой события интереснее, чем в нашей пьеске. Здесь. Марго, я сейчас не могу говорить. Где? В Караганде. Гамлета репетирую в театре. Да, но ты же говорил, что ты не собираешься туда идти. Я подумал, что каждый актер, если есть шанс, должен сыграть Гамлета. Вот и я так решил, пока еще есть время. Пока есть время, а что это значит? Пашенька, ты не мог бы объяснить? Все, Мань, правда, сейчас не могу говорить. Время тикает, каждая секунда на счету. Давай. Кажется, ты был прав. Ты с ума сошел, а? Выпьешь, загнешься раньше, чем твой отец. Павел Михайлович, ну подождите. Что ж вы такой нетерпеливый? Скоро вы и так все увидите. Мне все больше и больше этот театр нравится. Просто не могу, когда нахожусь в ожидании, вибрируют места общего пользования. Ну что вы меня смущаете? Ну перестаньте. На. А помогите лучше мне застегнуть корсет. Да, конечно. Если вы после репетиции дадите мне его расстегнуть неожиданно. Думаю, что это произойдет намного раньше. Я согласен ведь. Да, и оденьте, пожалуйста, вот это. Я хочу тебе сказать, меня, в принципе, не очень заводят эти игры. Но если ты хочешь, настаиваешь. Ну что вы, это не я настаиваю, это наш режиссер настаивает. А он будет с нами? Да. Сегодня все будут в костюмах и с реквизитом. А вы что, не в курсе? Чего? Наш Гамлет – это поп-модерн эротическая драма. Херсонский тюз. Да, надо иногда просто остановиться и трезво оценить ситуацию. Как бы мне не хотелось, но, видимо, придется извиниться. Ну, во-первых, я действительно не прав. Обидел хороших людей. Во-вторых, если я не перестану умничать, задирать нос, я могу потерять работу. То есть лишиться самого дорогого, что у меня есть. Славы, женщин и бабок. И мамок. Мамочки, бабочки. Мамочки, мамочки. Мамочки, мамочки. Это старик. Хотел тебе сказать, чтобы ты понял. Ничего не надо говорить, Паша, дружочек. Успокойся, зайчик ты мой. Мы уже все знаем. Чего? Ну, когда ты сказал мне, что ты болен, честно говоря, я не поверил. Ну, думал, понты актерские. А потом Марго мне рассказала о твоей смертельной болезни. Паша, прости меня, друг. Товарищи, Любите друг друга. надо любить человека с большой буквы Ч.
Со всеми его достоинствами и недостатками. Правильно, молодец, хорошо сказал. Ребят, я тоже скажу, знаете, не хотел вот выносить ссор из избы, но раз уж так получилось, да, я, болею, что делать? Лучше, пускай я ласты склею здесь, с вами, на родной площадке вот этой, я считаю, но пускай я буду сниматься, потому что, как говорил этот… Фредди, show must go on, ей-богу, вот так. Молодец, Тульс молодец. Вовремя придумала про болезнь. Умница просто. Молодец. Паш, да чего я-то молодец? Это ты молодец, Паш. Чего? В таком положении сниматься, это просто молодец. Вот дорогого стоит. Паша, вот кого ты порекомендуешь, чтобы тебя заменить? Зачем меня кем-то менять, а? Ну, как ты же сам сказал. Show must go on. Правильно сказал. Так, я понимаю. Мы говорим немножко на разных языках. Ребят, я сейчас все объясню. В то утро я плохо себя чувствовал после ночной попойки, поэтому я не болею, ребят, извините, готов извиниться. То есть ты что, сейчас ломал комедию? Да вы, Маргош, придумал. Ну а что, ну вот что, Марго, это твой сын Виктор мне напел. То я здесь вообще ни при чем. Ну вот, видите, я вообще, получается, не при делах. Ты же сказал, надо любить друг друга, да? Надо любить людей с буквы «Л». Ну, ты говорил. Я, Паш, сказал, надо ценить человека с большой буквы «Ч». А ты чудак с большой буквы «М». Нет, ну, папа, я просто был уверен, что ты смертельно болен. У тебя же были все симптомы этого митрально-аортально-трикуспидального стеноза. Что там симптомы, сынок? Вот у папы такие гулянки были, что признаков жизни не было на утро. Папа, тут вообще-то Влад. И потом ты мне так вкратчиво объяснил, что ты хочешь как можно больше времени проводить с внуком, пока оно у тебя есть. Да. Я хотел помочь двойку исправить кое-кому. Понял? Ну, ведь дедушка у нас шутник, все придумает и придумает. Да, пап? Не слушай его. Да, Влад, не старайся. Я догадывался, что ты от меня что-то скрываешь. Как? Как? Сын, папа, я профессиональный психолог. Я могу раскрыть любую тайну. Даже ту, которой нет. Папа. Давай, давай, у меня есть для тебя сюрприз. Термоядерная бомба! Сейчас рвемся к башне. Что инопланетян? Перепрыгиваем, и мы на башне. Я поддался. Поддался? Я поддался. Ну тогда давай еще раз. Хочу. Уроки сделал? Сделал. Врешь. Ну и что? Ты тоже врешь, что поддавался. Маленький гаденыш. Ненавижу проигрывать. Мне надо выпить что-нибудь. Принеси дедушке вкусненького там, в желтой бутылке. Ладно. Папа! Смотри, что я нашел в почтовом ящике. Что ж так слюнями брызгаешь, сынок, а? Брось каку, это спам для алкоголиков. Да ты не понял. Я уже целый год занимаюсь совершенствованием собственной биоэнергетики, а тут написано, что автор этого пособия открывает тренинг-группу в Москве. Я тебе еще раз повторяю, в Москве каждый день кто-то что-то открывает. Потом приходит полиция, и все это закрывает. Главное, сынок, не оказаться в ненужное время в закрываемом месте. Папа, здесь нет никакого обмана. Ты просто не понимаешь, что такое биоэнергетика. Ну-ка, очень интересно. Это очень сложно объяснить в двух словах. Попробуй, я бы сумел объяснить. Вот, боюсь, что это будут оба слова мата. В первую очередь, это возможность совершенствовать свой внутренний мир. Добавить себе новые возможности. Как будто какой-то маленький человечек сидит внутри тебя, заставляет быть лучше, просветленнее. Ну, вот представь, если бы вместо вот этих ваших компьютерных игр Влад сам бы стал заниматься английским языком. Оставь ребенку детство. Ты так говоришь, потому что не хочешь самосовершенствоваться. Не хочешь избавиться от своего внутреннего напряжения, познать себя. А я хочу. Сынок, тебе давно пора познать не только себя. Хватит, Витюша, спать только с открытой форточкой. Заодно и напряжение сбросишь. А? Попробуй, понравится. Я вот вообще гармонию не могу обрести, когда сексом не занимаюсь. Папа,
С тобой вообще можно говорить о чем-то, кроме секса? Можно? Мне не интересно. Ну, может быть, вместе туда запишемся? Конечно, сынок. Папа же идиот. Туда одни тетки ходят в поисках второй молодости. Я со стыда там сгорю. Ты как хочешь, а мне уже давно пора восстановить энергию, обрести гармонию. Правильно, правильно. И мне тоже пора обрести гармонию. Гуров, ну где ты ходишь? Ну он придет с минуты на минуту. Аллилуйя. Сегодня что, второе пришествие? Ну ты что, забыл, Джон Джонсон приехал? Ты мой американский дружок. Чего, дорогу нам протопчет в Голливуд? Дорогу осилит идущий. Не умничай. Я тебе ездить сюда, жрать на халяву и паспорта клянчить. Послушай, ну не мог бы ты как-то лицо полюбезнее сделать и изобразить искреннюю радость, пожалуйста? Я обещал, что улыбнусь. Я улыбнусь. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Павел Гуров. Я исполнитель многих главных ролей. Павел Гуров, lead actor. Окей. Давайте я вам сам покажу нашу студию, проведу экскурсию, так сказать, а? Let me show you our film set. Of course. Прошу. Okay, come here. Умеешь уговаривать. Прошу, да. Okay, look, here we have... Видел бы отец, какие тетки ходят на эту так называемую фигню. Здравствуйте. Здрасте. А вы на занятии по биоэнергетике? Да. Прекрасно. Вы новичок? Нет. Я уже давно знаком с вашей методикой. И я, знаете, в последнее время какой-то рассеянный. Я надеюсь, что ваши занятия помогут мне сосредоточиться на главном. Конечно. Как ваша фамилия отчество? Тетерин Виктор Павлович. Закончили. Бассейн. Здравствуйте. Разминайтесь, девочки. Виктор? Виктор! А? Что для вас главное? Что? Наши занятия обязательно помогут вам сосредоточиться именно на главном и обрести гармонию между телом и духом. Вы идите, оплатите за месяц, переодевайтесь, и мы вас ждем. Хорошо? Так. Девочки, продолжаем разминаться? Продолжаем. Что она сказала? Идти раздеваться. Бай! Бай! Пашуля, ну спасибо тебе, ну ты просто был неотразим. Надеюсь, что это заметила не только ты. Да, я тоже заметила. Ваши шутки было сложно переводить. Ну что вы, Леночка, вы просто прекрасно справились. Я заметил, ваш филигранный перевод просто потряс меня. Спасибо. Обращайтесь, если будет нужно. Так, это в химчистку. Лен, а если, скажем, мне будет нужно, ну, вдруг припрет, я могу к вам обратиться? Ну, если по специальности, то, пожалуйста, перевод, репетиторство. Репетиторство. Почему нет? Вы знаете, у меня к вам будет сугубо деловое предложение. Ты знаешь, я подумал, вот ты был прав насчет самосовершенствования. Может быть. Ты решил пойти со мной на занятия? Да, сдурел? Я по поводу Владика. Пора ему подтянуть свой английский. Ну, конечно. Давай будем заниматься с ним по очереди. Точно, тебя похвалишь, у тебя башню сносит. Какая очередь? Это же Москва. Сынок, здесь очереди только на парковку. Надо пригласить ему настоящего, хорошего репетитора. Я такого знаю. С ним все голливудские звезды занимаются. Джеки Чан, ну и все. Это же, наверное, очень дорого. Конечно. А пока я жив, у твоего сына, у моего внука не будет ничего дешевого. Спасибо, папа. Ты в очередной раз напомнил, что все мы живем за твой счет. Зачем мне это напоминать тебе, а? Я надеюсь, что ты и так это не забываешь ни на одну секунду. Шучу. В общем, скажи Клопу, что завтра к нему придет репетиторша.
Хорошо. Влад! Я постараюсь сделать так, чтобы репетиторша уходила довольная, уставшая, измочаленная. Надеюсь, что мое скромное жилище подойдет для наших занятий. Да. Надеюсь, что в этом прекрасном дворце найдется маленькая комнатка и письменный стол. Вообще никаких проблем. Вы проходите, например, к камину. Вот, а я тело приведу. Если быстро закончите, я вам еще второй этаж покажу. Спасибо. Ты что, паршивец, а? Сидишь, щеки надул. Иди, она пришла уже. Это папа хотел, чтобы она пришла. Вот пусть сам с ним занимается. Для твоего папы это очень дорого. Но для тебя, нам, ничего не жалко. Я этот английский терпеть не могу. Папа хочет, чтобы ты вырос интеллигентным, образованным человеком. А ты чего хочешь? Я хочу, чтобы ты на Харю натянул улыбку и пошел к репетитору. Ладно, один раз улыбнусь. Но только ради тебя. Молодец, молодец. Живот в тени. Ну вот в кого он такой пошел, а? Ну, вот такие вот мы красивые. Давайте знакомиться. Это Владик, это Елена. Здравствуй, Владик. А ты любишь английский язык? Конечно. Я даже думаю, что английский – это мой самый любимый предмет. Молодец какой. Оказывается, у меня получается уговаривать не только женщин. Let's get this party on, right? Oh, we've got the style, ladies. Won't you come and get a little from me? Oh, we've got the style, ladies. It's like we're oh, we've got the style, ladies. Won't you come and get a little from me? Oh, we've got the style, ladies. Мне кажется, я очень вовремя сюда пришел. Мое тело просто перенапряжено. И сейчас я это особенно ощущаю. Вижу, вы удивлены, что на занятиях по биоэнергетике мы занимаемся аэробикой. Но поверьте, сначала нужно научиться отдавать энергию, прежде чем черпать ее. Вот смотрите, сначала мы отдаем энергию вперед. Мне определенно надо научиться отдавать энергию. А потом прогибаемся и смотрим в космическое пространство. И еще. Очень важно правильно дышать. Вдох. Еще разочек. Ну, повторяй за мной. Good morning. По-моему, уже не morning, а evening. Ой, да? А я и не заметила, как целый час пролетел. Вы знаете, у вас действительно очень способный мальчик. И вот я по глазам вижу, что он все понимает, но только говорить пока стесняется. Прям как английский бульдог. Все понимает, сказать не может. Может, мы на сегодня-то закруглимся? Как у вас со временем? Ну, у меня есть примерно еще час. Ну, отлично. Да, это очень хорошо. Мы же можем продлить репетитора еще на час? Ну, если хотите, то пожалуйста. Конечно. Цену я знаю.
впервые плачу за женщину для другого мужчины. Ладно, не буду мешать. Пойду чем-нибудь сам займусь. Что, парень, у вас глаза какие-то выпученные? Самосовершенствование так действует, а? Мозг завис при перезагрузке? Напрасно иронизируешь, папа. Я чувствую такой прилив бодрости, как будто у меня не было цели в жизни. А теперь она появилась. Сиськи. Что? Кто она? Кто раньше не было, а теперь есть. Почему надо все сводить в отношениях мужчина-женщина? Так орешь-то. Потому что это просто пошло. Дедушка, а что нужно сделать, чтобы понравиться девушке? Видишь, некоторых детей интересуют более взрослые проблемы. А некоторых отцов не интересуют. Просто у некоторых дедушек такое же примитивное мышление, как и у их внуков. Ох, бог ты мой, я тебе отвечу, Владик. Чтобы понравиться девушке, нужно купить цветы обязательно. Сказать ей, что именно этой встречи ты ждал всю свою жизнь. Ну и третье, тебе это пока не понадобится, желательно остаться с ней наедине. А дальше? Рано тебе дальше пока. А папе твоему, по-моему, поздно уже. Цветы. Не банальные комплименты. Ну и экскурсия на второй этаж. Деда я сам открою. Здравствуй. Здравствуйте, Елена. Это вам. Спасибо большое. Вы просто не представляете, как я ждала очередного занятия. Ну, пойдемте быстрее ко мне в комнату. Пойдем. Добрый день. Ваш внук такой галантный. Хорошее воспитание? Проходите скорее, а то время уже пошло. Спасибо, деда. Пока все работает. Никогда не думал, что буду соперничать с внуком. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел сказать, что я люблю ваши занятия. Ну, это понятное дело. Все мои подопечные очень довольны этой методикой. Нет, я не как все. Сейчас поймете. Ну, или поймете чуть позже. До встречи на занятии. The world is beautiful. А ты сейчас сказал, что я прекрасная, а не мир. Так, может, я так и хотел сказать. Слышу этот чарующий зарубежный язык, полиглоты. Может, хватит на сегодня, а? Я, например, собираюсь отобедать. Леночка, а что если вот за то, что вы сделали с этим обормотом, я вас приглашу на обед, а? Соглашайтесь, мы с дедом вам покажем отличный ресторан, да, деда? Ну, раз меня просят сразу 2 кавалера. Ура! Едем! Только я в туалет сбегаю. Спасибо, деда. У меня еще никогда не было такой красивой учительницы. Клоп, ты сдурел, что ли, а? Тебе не кажется, что она старовата для тебя? Нет. У тебя еще будет куча молодых девчонок. Ты, главное, серьезно не относись, малыш, к этой внезапно возникшей страсти, понял? Нет. Чего ты не понял? Тебе напрямую сказать? Это Лена больше подходит для меня. Нет, тебе она вообще не подходит. Ты уже старый для нее. Для меня она в самый раз. Не смеши мои тапочки, малыш. Твоя Джульетта еще ходит в памперсах, а может, вообще не ходит. В конце концов, мы с тобой кто? Мы с тобой родственники. Я тебя приютил. Родственники должны друг другу уступать. Я прав? Ты прав. Вот уступай. И не переживай, дедушка. Может, когда-нибудь ты еще встретишь красивую, молодую бабушку. Я готова. Да, отлично. Прошу.
Спасибо. Леночка, здесь будет удобнее. Лучше сюда, здесь меньше дует. Да, спасибо. Ну что ж, я думаю, что можно начать с бокала шампанского. Лучше сока. Владик, ты такой любезный. Да. Владик очень любезный у нас. Только я не знаю, Владик, что ты здесь во взрослом ресторане заказывать себе будешь? Кашки-малашки нет. Может, мороженого сразу? А мы по глотку вина. Только ты поаккуратней, дедушка. У него утром после вина лицо все красное и в морщинах. Шутник какой. Маленькие мальчики все прямо замечают. Да ладно, ты тоже все замечаешь. Недавно заметил, что я его краску для волос спер. Вы красите волосы? Ну, я актер. Поэтому, если надо, я могу и волосы накрасить, и губы. Ага, а если нужно быть седым, то не красит. Владик, пойдем ручки маленькие помоем. Извините, мне надо дедулю в туалет сводить. Окей. Влюбился в вас. А я как дедушка, я очень переживаю за его вот эти, знаете, первые тонкие ростки чувств. Что же мне делать? Вы как-нибудь тонко ему намекните, что ему с вами вообще ничего не светит. Хорошо, я поняла вас. Это я умею. Вы такая умница. Вы заказываете, что хотите, а мы сейчас… Хорошо. Так, ну что же, а теперь мы с вами избавимся от лишней энергии. Сделаем интенсивные упражнения под музыку. Темп будет возрастать. И те, кто поймет, что его энергия исчерпалась, может идти домой. Я с вами заранее прощаюсь. До свидания. Вот она возможность остаться наедине. Да у меня накопилась энергии больше, чем у всех этих девушек вместе взятых. Начнем? Готовы? И раз, два, We're going out tonight. We're gonna show the world that we are. We're gonna shine tonight. Let's get this party on right. Это что такое, а? Ничего, я просто пришел в ресторан со своей девушкой. Правда? А не рановато ли ты пришел в ресторан со своей девушкой, а? Почему это? Хотя бы потому, что ты не можешь за нее заплатить. Ну и что? За учебники я тоже не могу заплатить. Ну что, мне в школу не ходить? Я жалею, что взял тебя с собой сегодня. А с тобой бы она и не пошла. Она тут только из-за меня. Еще бы как пошла. Я тебя просто расстраивать не хотел. Тебе здесь вообще ничего не светит, малыш. Не светит? Не светит. Ой, я нечаянно. Ну, ты тут отмывайся, а я пойду. Лена там скучает, наверное. Владик? Чего? Oh, we got the style, ladies. Won't you come and get a little from me? Oh, we got the style, ladies. It's like we're… Oh, we got the style, ladies. Браво! Браво, новичок. Я не думала, что ты так долго продержишься. Молодец. Ой, Ты хочешь мне что-то сказать? воды! По-моему, так даже лучше. Так хорошо, но это ничего не значит. Она тебя все равно отошьет. Поверь моему жизненному опыту, малыш. Еще посмотрим, кого отошьет, а кого нет. Вас долго не было? У них там очередь. Видимо, здесь кухня не очень. Такой. Мне кажется, я готова выполнить вашу просьбу. Ага. Одну секундочку. Ну, малыш догадался, зачем она пошла? Все просто. Только маленькие дети и старые дедушки просятся в туалет так, чтобы все вокруг слышали. Познакомьтесь с моим женихом. Пока вы стояли в очереди, он любезно согласился поужинать с нами. Тем более, что проезжал мимо. Знакомьтесь, это Руслан. Здрасте.
Ну, мне кажется, Владик намек понял. И вы, между тем, тоже. Очень доходчиво. Дед, я тут подумал, что могу уступить тебе эту Лену. Да не, Клоп, не приму я такие жертвы. Потом, мужчины не должны ссориться из-за женщин. Как считаешь, старичок? Дед, я тут подумал, у меня с английским уже все в порядке. Можем обойтись и без репетитора, и вообще без женщин. Годится. Давай-ка заберем твоего папашу с тренировки и устроим семейный хавчик. И больше никаких женщин. Годится. Да мы только посмотрим. Бу-бу-бу-бу. Опа. О, привет, пап. Вы за мной, да? Я сейчас только ключик сдам. Да, сынок, теперь я понимаю, как ты напряжение сбрасываешь. Не, пап. Напряжение теперь по-другому сбрасываю. В тренажерном зале. Все, как ты хотел. Спорт для настоящих мужчин. Я сейчас. Дед, а может и нам с тобой биоэнергетикой заняться? Рано тебе еще, иди в машине жди. Почему я не приучил в детстве спать хотя бы до 10? Друзья, не ленитесь воспитывать своих детей круглосуточно. Папа! Мне наконец-то перегнали мою машину из Брянска. У тебя есть машина, становится опасно. Чего ты на поезде приперся в Москву? Пресвятая канарейка. Ничего не объясняй, сынок, я все понял и все увидел сам. Ну, просто я еще не очень хорошо езжу. Ты же видишь, я ее совсем недавно купил. Свет очень благородный. А как удалось урвать? Была распродажа, скидки просто огромные. Ну а что, он такой даже президент ездит. Витюш, мы здесь в Москве не только по телевизору видим, на чем наш президент ездит, плавает, летает. Зато почти новая машина. Будет не стыдно поставить ее рядом с твоей, на нашей подземной парковке. Я так рад, сынок, что у нас появилось хоть что-то наше. Например, моя подземная парковка. Пап, да в Москве вообще не важно, на чем ездить. Что на твоей машине, что на моей, скорость не больше 30 километров в час. Так зачем же платить больше-то? Опа, смотри-ка ты, сынок, разница-то есть, оказывается. Несущественно. Ну да. Почему, говоришь, распродажа-то была? Да я точно не знаю. Вроде бы автовоз у них перевернулся. Врезался в фуру с навозом. Ну, они все починили, все отремонтировали, отмыли. Запаха в салоне нет. Почти. Ну что ж, прекрасная имиджевая покупка. Слегка битая машина по цене, слегка подержанный. Запах-то есть, сынок. Это Москва, сынок, здравствуй. Век информации, понимаешь, все передается вот так вот. Важно не кто ты, а как ты выглядишь. Это в любом веке было. Встречают по одежке. Конечно, конечно. Если ты плохо выглядишь, тебя встретят. Провожать никто не выйдет, один попрешься. Здесь нет сейчас времени на глубокий анализ. Ты обратил внимание, какие номера у меня на машине? А? Это важно, важно. 3 семерки. И что, у нее от этого лучше подвеска? Это пафос, это понты, это уважение. Каждый гаишник знает, лишний раз не остановит. А если эти номера повесить на старый Запорожец? Тоже понты. Либо это какие-то звездные приблуды, либо человек дурак. А с дураком зачем связываться? Намек понял? Это касается всего. Это касается часов, костюма, одежды, обуви. Скажи, пожалуйста, почему у тебя сандали на носке, а? Свежо. А что, везде должен быть номер 777? Да, а у тебя написано Лада, Калина, Брянск, Виктор, временно безработный. Вот как пахнет хорошо, а? Как вкусно пахнет. Алло, не туда попали. У нас... Здорово, Клоп! Привет! А я для вас завтрак приготовил. Красавчик! Владислав, что случилось? Ты сначала подкрепись, а потом я скажу. Ты знаешь, что ты сразу о плохом-то думаешь?
Может быть, Клоп хочешь поделиться с нами своей клопиной радостью? Папа, дети не могут откладывать радость на потом. Ты к черту, могут, не могут. Кто прав, я или папа? Папа всегда прав. Не подлизывайся. Поэтому его вызывают в школу. Владислав, что ты натворил? Я подрался. Красавчик. Можно было вышнуться, что не городить из-за такого. Чай, да и ладно. Я надеюсь, это не ты первый начал? Да ладно, я надеюсь, что ты накостылял ему как следует. Ну, накостылять-то особо не получилось. Но начал первый не я. Молодец. Ну, это еще. Она сама полезла. Она? Просто за нею папа всегда приезжает. Она нажаловалась. Вот и сказали, что я виноват. Привыкай. Диалектика жизни. Кто первый нажаловался, тот молодец. Ты что, подрался с девочкой? Как ты мог, Владислав? Да ладно тебе, девочки тоже разные бывают. Бывают такие девочки, посадишь ее на коленки. Пухнуть не успеешь, она уже на шее сидит. Папа, я считаю, что настоящий мужчина всегда должен быть джентльменом и уважать любую женщину. Даже если она использует его, как тряпку половую. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Приведи мне хоть один пример. Так, сейчас. О, Аня звонит. Алло? Аня? А чем могу помочь? Сейчас. Угу. Нужны еще какие-то примеры. А может, ты со мной сегодня в школу сходишь? Мне кажется, ты лучше разобрался в ситуации. Я в ситуации разобрался, теперь папаша твой пускай разбирается. Аня звонила. Хочет со мной встретиться. Бесплатный электрик или сантехник ей понадобился? А? Не угадал. Знаешь, грузчик? Неважно. Неужели непонятно? Это просто предлог. Главное, что она хочет меня видеть. Да. И вообще, женщине отказывать нельзя. Тем более разочаровывать. Слышь, Клоп, я схожу с тобой в школу. Ты же не можешь в элитную гимназию, которую я тебе устроил, привести отца грузчика. У нас элитная школа. Тут у всех детей родители непростые люди, поэтому все конфликты мы пытаемся пресекать на корню. Я связи не улавливаю. Родители наших детей очень занятые люди и не могут лишний раз приходить в школу. Наверное, поэтому некоторые шляются встречать своих дочурок каждый день. А если вы про папу Светочки, то это бывает только, когда он в России, то есть совсем не часто. Понятно. Дальнобойщик. Не боись, Клоп, я своих не сдаю. Классно сказал. Да, я это каждую серию говорю. А вот и Светочка. А вот и Светочкин папа. Гадом буду. Это Николай Неменов. Точно. Ну, знаменитый режиссер. У него даже дождь в кадре не идет. Плачет, разговаривает. Причем разговаривает на языке, который понимают в Каннах, в Венеции, в Берлине. Офигеть. Наверное, нет такой роли, которую я не хотел бы у него сыграть. Если, конечно, он снизойдет и пригласит меня. С ума сойти, описаться можно. Обалдеть. Здравствуйте. 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 Павел Гуров. Я очень рад. То есть я расстроен, и я очень рад, что могу лично принести вам извинения свои за этого оболтуса. Петя, этот Владик, как тебе не стыдно? Разве можно поднимать руку на женщину? Мы мужчины, малыш, мы не имеем права трогать женщин, обижать их, бить по щеке, там, нос ломать. Я тебе это неоднократно говорил. Я ему это говорил. Говорил.
Ну да. Я говорил, что не дам тебя в обиду. Я когда говорил, я не знал, кто отец этой девочки. Если хочешь знать, дружить с этим папашей – мечта всей моей жизни. Слышь, может, за мороженым заедем, а? Морожки поедим. Поиграешь во что захочешь. Ну, раз ты меня так уговариваешь, давай заедем. Значит, как минимум, неинтеллигентно и некрасиво не разговаривать с человеком, который подарил тебе все мечты, пусть и на один вечер. Зачем тебе этот Неминов? Тебя и так все знают. Наконец заговорил крутой бобер. Объясняю. Я снимаюсь в основном в сериалах. Через 10-15 лет люди эти сериалы даже не вспомнят. А этот Неминов художник, он творец, раскудрить твое. Я могу с ним просто поговорить, он скажет: ой, какой вы молодец, как я люблю ваше творчество. И как вежливый человек скажет: я вам обязательно перезвоню, и не перезвонит. Вежливые люди не перезванивают? Еще какие свиньи бывают. Дело не в этом, а в том, что ты мне можешь помочь. Ага, так же, как ты помог мне. Чувство юмора у тебя в меня. Так что ты мне должен, понял? Догоняй. Пресвятой Максимiliaныч, тебе каждый день, что ли, будет? Че, сынок, велосипед из Брянска приперли, да? Извини, что разбудил, но у меня очень срочное дело. Раннее утро, у тебя еще ничего не успело произойти. Папа спал здоровым детским сном с элементами эротики, понимаешь? Успела, папа. У Ани плавится светильник в туалетной комнате, и она боится, что будет пожар. Чего, и в потьмах в горшок не попасть? Папа! Я просто зашел сказать, что ухожу. Спи дальше. Хоть ты молодец, что зашел. Папа, я, наверное, все-таки задержусь. Ты не мог бы отвезти Владика в школу? Понял. Встаю. Спасибо, папа. Через 15 минут буквально. Сейчас пока досмотрю концовочку. Тоже вниз, да? На парковку. Да. Живете здесь? Да. Надо же, какое совпадение. Я тоже тут живу. В пентхаусе. В пентхаусе? Мне всегда было интересно, кто там живет. Наташа. Виктор. Надо же. Пентхаус – это, наверное, страшных денег стоит. Не знаю. Не знаете? В смысле, я не знаю, что для вас значит страшные деньги. Я, например, таких денег не боюсь. Не могли бы вы меня подвезти? Я недавно за рулем и пока еще плохо езжу по Москве. Не переживайте. Сейчас по Москве все плохо ездит. Да, в пентхаусе тоже есть минус. Мне до парковки добираться дольше. Вот, моя ласточка. Вау, у вас отличная машина. Да, я тоже так считаю. А вот мой сосед по парковке все время меня подкалывает. Кто? Обладатель этого отечественного недоразумения? Да. Ну так что, мы едем? Да, прошу. Черт, я ключи забыл в пиджаке. Я сейчас принесу. Что? Я просто не хочу ее разочаровывать. Все помнишь на сегодня? Значит, начинаешь на математике тупить, Света Неминова. Остается с тобой позаниматься. Я за тобой приезжаю и стою с ее папой. В коридоре жду. Понял? Так себе план. Это Светка вечно тупит на математике, а у меня как раз все в порядке. Хороший план. Значит, придется тебе сыграть. Как говорят актеры, зазерниться, прикинуться. Я вчера прикинулся, пиджак, что мне эта роль очень нужна. Ты согласился мне сразу помочь. Так как я вчера притворился обиженным, а ты весь вечер меня развлекал? Не рановато ли ты врать научился, а, паршивец?
кого-то такой пошел. В тебя. Желтая. Лада Калина. Пап, ты извини, но ты сам мне говорил, что меня все время используют только как грузчика. Вот и решил произвести другое впечатление. Да нет, ну что ты, я все время прислушиваюсь к твоим советам. Все время. Все, извини, не могу говорить. А ничего, если мы еще в одно место заедем? Да хоть в 3 места. Ну, в 3, так в 3. И завтра не опаздывать. Первый урок контрольная. Все помнят? Да. Замечательно, девочки, до свидания. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, Павел Михайлович. Вот зашел узнать, как поживает мой вундеркинд, так сказать, грызун гранита науки. Знаете, у него что-то сегодня с математикой. Эй, Владик, вот паршивец, а я считаю, что математику запускать нельзя. Где бы я сейчас мог быть, если бы знал математику? Может быть, позаниматься с ним кому-нибудь, а? Да. Например, Светлана. Светлане? А что? Важен, как говорил Макаренко, точный педагогический расчет. Смотрите, вчера враги, а сегодня она помогает Владику карабкаться на этот математический Олимп. Разве не об этом мы мечтали? Не так загасить этот конфликт в самом его, так сказать, начале, а? Да, я приблизительно вот так вот и хотела. Какой тонкий у вас педагогический склад ума. Хороший у вас автомобиль. Удобный, быстрый. Да, ну, для меня это, конечно, прежде всего имиджевая вещь. Вот, например, номер 3 семерки. Благодаря этому меня в округе все гаишники знают, так что даже никто не останавливает. Виктор, а может, мы с вами еще и завтра покатаемся? Ну? Лейтенант Кузьмина, ваши документы, пожалуйста. Это ваш автомобиль? Конечно, мой. А чей же еще? Здрасте. Здравствуйте. А что, урок еще не закончился? Закончился. Просто там ваша Светочка помогает моему оболтусу с математикой. Сама захотела. Странно. Если у учителя это не получается, почему у Светочки моей должно? Ну, просто Наталья Павловна считает, что это такой тонкий педагогический ход. Бред. Да. Идея барахло, я был против, я так и сказал. У меня просто очень мало времени. Наталья Павловна, можно вас на минуточку? Будьте добры. Я тоже очень занятой человек. 2 главные роли сейчас. Да, актер. Я думал, где вас видно. Меня сложно не узнать. Все бегут на улице сразу. Меня же каждый день по телевизору показывают. Правда? В рекламе снимаетесь? Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Наталья Павловна. Ну чё, тупица, решил задачу? Не называй меня тупицей. А как тебя еще называть, если ты все время тупишь? Не получается что-то. Может, подскажешь? Что тупица? Привык, чтобы тебе все время подсказывали. Не называй меня тупицей, иначе получишь. Что? Тебе вчера мало было? Если бы я вчера не споткнулся... А ну давай, давай, попробуй не споткнуться. Тупица. Я не тупица! Господа, там легкая задачка, они быстро справятся. А Владик очень сообразительный, интеллигентный, талантливый мальчик. Да. С учителем не спорят, понял? С учителем не спорят! Эй! Какая сильная девочка, молодец. Но я же говорила, я же эти номера знаю. Это же майора Лаврова машина, ну, который в сериале. Ну так как насчет завтра? Все в силе? Покатаемся? Покатаетесь. Ничего не понимаю. У тебя же все домашнее задание было выполнено правильно. Зачем ты меня обманул? Я его просил, не ругайте его. Вы попросили? Я актер. Хотел просто поближе с вами познакомиться.
Наверное, не очень хорошо у меня это получилось. Мы актеры очень зависимые люди. Зависим от всего, от обстоятельств. От того, разглядят талант, не разглядят. Заметят, не заметят. Я точно знаю, что я хороший актер. Я хочу играть, заставлять людей думать. У меня есть талант. У меня есть душа, любовь, нежность. Простите его еще раз. Простите. Пойдем, Владик. Не успел чирикнуть, уже школу закончил, потом институт. Потом бах, взрослый сын, внук красавец. Это вот желтый кирогаз вместо автомобиля. И все в жизни идет наперекосяк. Садись. Павел? Ёперный театр еще увидит, на чем мы ездим. Слушаю вас. Владик, ты не стой у чужой машины. Иди сюда. Вот вы сейчас очень здорово говорили про характер, про нежность очень хорошо. Прям как вот в моем новом фильме. Про любовь снимаете, про жизнь. Приходите ко мне на пробу. Я вам пришлю адрес и время. Я занят вообще очень. Но если вы просите. Ну уж, найдите время. А я пока поеду. Мы тоже торопимся. Светуль, давай, в машину, в машину. Это ваша. Проспорил? Мы просто спорили, чья машина. Я говорил ваша, он говорил директора. Я вас жду. Да, да. Ну, как ты хотел, а? Потому что все по-настоящему, бюджет. Вон, посмотри, в центре Москвы отгрохали. Какие джунгли вьетнамские, а? Ну, это ж, пап, так, только декорация, одежка, так сказать. А кино зрители все равно будут воспринимать по содержанию, то есть по уму. Мне говорит человек, который не гнушается воровать чужие вещи, а потом ими хвастаться, а? Папа, я же сказал, что больше не повторится. Здрасте. Вот всем выводкам. Так сказать, я говорю, бюджет виден, говорю, ну, потому что, так сказать, талант и все по-настоящему. Натуру во Вьетнам поедем снимать. Да ладно. Хотим Оскар за лучший иностранный фильм. Поэтому не мелочимся. Значит, у нас здесь серьезная драма. Холодная война. Так. ЦРУ, КГБ сражаются во Вьетнаме. Ты, агент КГБ, оказываешься по одну сторону линии фронта, а твоя любовь по другую. То, что я тебе говорил, талант. Гениально, круто. Ну, может, даже, знаешь, слишком круто для нашего зрителя. Опережаем время немножко. Там, кстати, есть несколько постельных сцен. Мне не привыкать. Отлично. Да. Тогда я сейчас вас познакомлю с, так сказать, второй половиной по фильму. Дэми. Дэми. Он сказал Дэми? Дэми. Дэми Мур, может быть? Может быть, сынок, мы же на Оскар идем. Покажем сейчас этот Дэми, кто победил в холодной войне. Дед, а кто реально победил в холодной войне? Для тебя, дед. А для кого-то? Знакомьтесь, партнеры. Дэми. А я что, по фильму влюблен в большого темного мужчину? Ну, конечно. Нам же нужны серьезные отношения, риск, конфликт с государством, с моральными устоями. Мы на Оскара. Я же тебе говорил. Дэми, я устал от войны. У меня же есть душа, у меня есть любовь, у меня есть нежность. I need you. Просто в постельных сценах я боюсь, что у меня позвоночник. И, в общем, я позвоню вам. Дед, да кто холодную войну выиграл? Я историю читал. По-моему, точно не они. Что, всего в пару постельных сцен? Да, да. Мы же на Оскар идем. Подумаешь, Дэми.
Забегай. О, явились, не запылились. Не понял. А ты что, уезжаешь? Да, сынок, да. Корпоратив у меня выездной. 3 дня. Ты обещал сводить меня в океанариум, но, кажется, опять обманул. Океанариум, ну, не уплывет никуда, сходим обязательно, а? Ну вот, обидел ребенка. Так нельзя, пап, когда обещаешь. Я как-нибудь с клопом сам разберусь. А 10 тысяч евро на дороге не валяются за 1 день, а там их 3. О, отец в Тверь, а жена сына в дверь. Здравствуйте. Витя, я бы хотела с тобой поговорить наедине. Сынок, наверняка разговор про бабки пойдет. Хорошо, что я уже уехал, правда? Нет, не обращай внимания, пап, в своем репертуаре. Ты что-то хотела? Я хочу, чтобы мы были снова вместе. Я знал, я верил, что ты вернешься ко мне. Подожди ты, я не собралась к тебе возвращаться, Витя. Как? Ты же сказала вместе. Ой, ты все неправильно понял. Просто мой отец приезжает, и, в общем, я ему не сказала, что мы с тобой расстались. Что ты меня бросила? Не начинай. Я просто не хочу его расстраивать, и поэтому неужели мы не можем с тобой один вечер побыть снова той счастливой семьей, которой мы были, поужинать вместе? Что, ты можешь пойти мне навстречу? Тупица. Вот я тупица. Так, спокойствие. Главное – спокойствие. От счастливого ужина до счастливой жизни всего лишь 1 шаг. Главное, все должно происходить на моей территории. Дома же и стены помогают. Конечно, Ань. Только скажи, вот какая счастливая семья ужинает в ресторане? Давай пригласим твоего папу сюда. Мой отец как раз в отъезде, так что вся эта прекрасная квартира будет полностью в нашем распоряжении. Ведь ты знаешь, я не думала, что я когда-нибудь такое скажу. Но доля здравого смысла в твоих рассуждениях есть. Я есть один большой здравый смысл. Именно поэтому я и ушла от тебя. Только вот я не знаю, что мне делать с Владом. Ну, это не беспокойся, я с ним поговорю. Так, Владик! Мама! Владечка, сыночек. Владик, приезжает дедушка Федя. Ура! Дед Федя приезжает! Класс, класс, класс! Владечка, ну вы же любите с дедушкой в разные игры играть. Да, очень. Давай мы тоже поиграем с тобой в одну интересную игру. Какую? Называется она «Мама, папа, я. Счастливая семья». А как в нее играть? Очень просто. Если тебя спрашивают, ты говоришь, что мы живем вместе, любим друг друга и счастливы. Как в реалити-шоу? Да, как в реалити-шоу, только без драк. Договорились. Ладно, пап, я пошел. Давай. Не волнуйся. Владик у нас молодец, но нас не выдаст. Я не за Влада волнуюсь, а за тебя. Влад, оставь дедушкин лоб в покое, ему еще экзамены сдавать. Ты ешь давай лучше. Да лоб-то у меня крепкий. А вот у пацана щелбан слабый. Вы что, Влада, вообще не кормите? А? Кормим. Утром у нас кашка. В обед все 3 блюда. А на ужин свежий салатик. Да, Анечка? Да, конечно же, это так. Правда, Владик? Ну что ж, тогда я поднимаю вот этот бокал за вашу дружную семью. И я. Ты наш хороший. Ты моя хорошая. Дочка, соль кончилась. Да? Ага. А соль у нас здесь. Вот она у нас была в этом ящике, а теперь у нас там гречка. Витя? Да, рядышком я переставил вчера. А, точно. Вообще-то мы живем душа в душу. Да, Владик? Да, и мы счастливы. Ну, тогда на пасашок. Как, вы что, уже уходите? Пора. Общежитие закрывается. Подождите, Федор Иванович, оставайтесь у нас, ночевать. Анечка тоже не против.
Если Федор Иванович останется, Аня уже никуда не уйдет. Этот метод я называю «назад в будущее». Аня вспомнит, как нам было хорошо вдвоем, и захочет продлить это чувство. Ну, мне как неудобно. Неудобно. Неудобно, знаете, это на общажной койке спать. Мы с Анечкой пойдем, ляжем на 2-й этаж, а вы располагайтесь на нашей кровати. Но если вы не против... Да, папочка, я считаю, зачем тебе ехать в общежитие? Ты можешь лечь в спальне отца Вити, а мы ляжем внизу, как всегда. Да, но... Да, а что, ты будешь спорить со мной, дорогой мой? Мать, ты больше у айтишников на корпорат не соглашайся. Вообще неадекватные люди. Ой, кто бы говорил, а? Ну, прикинь, они бухла купили на 3 дня. Приехали за час, все выжили. Передрались, палатки сожгли, а разъехались. Как это называется, скажи? Называется «хорошие клиенты». Ой, я. Гонорары великолепные заплатили, подарков вон надарили. Да мой планшетничек, да. Твой, твой. Вечер-то какой хороший, ребята, а. Москва-то какая красивая, а. Витя, мы не будем спать с тобой на одной кровати. Быстро возьми Влада, перенеси его, а сам ложись на его место. Ань, подожди, я просто боюсь разбудить Влада. Ложись. Витя. Что? Я вообще не к тебе. Просто Владик не может спать, когда меня нет рядом. Быстро собрал свои конечности и переместился обратно в койку. Не разбуди Влада. Витя! Витя! А? Дядька, дядька усатый у меня в кровати. Пойдем. Это Федор Иванович. Федор Иванович. Отец Ани. Просто Аня попросила изобразить для него счастливую семью, чтобы его не травмировать, понимаешь? А значит, меня, папу можно, да? Федором Ивановичем этой гадиной усатой травмировать? Да чем? Чем, сынок? А ты проснись с усатым дядькой в кровати, нос к носу, вот так. Я же не знал, что так быстро вернешься. Для меня очень важно, чтобы ты нам подыграл, пожалуйста. Это мой шанс вернуть Аню. О, Федор Иванович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот, знакомьтесь, Федор Иванович, отец Ани, подполковник МВД. А это Здравствуйте. Буров. Федор Иванович, простите, что без хлеба, без соли. Так это вы? Я вас узнал. У нас в отделении все смотрят ваш сериал, и всем очень нравится. Ага, так рад, Федор Иванович, что у меня все органы смотрят. Простите, что недоразумение получилось. Ничего, ничего, это подарок, так сказать, от всего нашего шоу-бизнеса. Да, это недоразумение у нас вон 30 лет назад получилось. Да, это все ерунда уж. Кстати, Дедушка! О! На первый, второй рассчитаюсь. Первый, единственный, любимый внук. Расчет окончен. Витя, ты мне сказал, что его несколько дней не будет. Ну, я же не знал, что он так быстро вернется. Не волнуйся, я обо всем договорился, он нас не выдаст. А что, Витенька, а? Анечка, расскажите Федору Ивановичу, как вы отпуск провели, а?
Давайте я вам чаю подолью еще. Кто хочет? Я! Ну вот, сейчас И замечательно. мне дочка. На самом деле, ничего особенного. Съездили в Турцию. На метро? В смысле, слетали. А когда летали? Зимой? Летом. Когда? Ну, в смысле, когда у нас зима, у них лето. Я вам сейчас скажу, Федор Иванович. Можно просто Федя, мы же теперь родственники. Да-да. Так скажу вам, Федор Иванович. Спать над ним вообще невозможно. Прям второй медовый месяц. Это так. Просто мы с Аней хотим завести... Собаку? Да. В смысле, ребенка. Еще одного ребенка. Дети, это хорошее дело. Влад, я совсем забыл. У меня ж для тебя подарок. Держи. Ой, дедушка, воздушный змей за 300 рублей. У меня что ж подарочек есть. Ну-ка, Владик, на клоп. Планшетник. Ага. Не у каждого внука миллионера такой есть. Это тебе. Открывай, открывай, Спасибо, открывай. дедуль, Открывай. класс. Ну, я как-нибудь потом в него поиграю, попозже. А мы с тобой собирались сегодня динозавров смотреть, на выставку пойти, в океанариум. У меня и время свободного полно. Пошли? Ну, давай в другой раз. А мы с дедом Федей пойдем воздушного змея запускать. Давай. Лоб, я тебе сколько раз говорил, к бильярду не подходить, а? Уже исцарапал все. Я сейчас вышвырну этого змея вместе с тобой прямо в окошко. Павел, простите, но ничего же не произошло. Ребенок просто играл. Это эксклюзивный бильярд, его еще для Керенского делали. Таких бильярдов в Москве можно по пальцам пересчитать на руке у плохого токаря. А у нас в отделении тоже бильярд стоит. Только по нашему столу видно, что на нем играют. Играете в бильярд? Чемпион отделения. Класс! То есть у меня есть шанс обыграть целое отделение в одном лице. Ура! Мой деда Федя чемпион! 8-1! Дед Паш, так даже наша сборная по футболу не продувала. Просто я не в форме сегодня, вчера немножко под шофе был. Павел, если хотите отыграться, можно вечером устроить матч-реванш. Конечно. Сейчас. Ну что, хочешь научу? Угу. Тащи треугольник. Шары собираем. Господин генерал, приветствую. Гуров беспокоит. Привет, дружище. Геночка, у меня проблема одна образовалась. Новиков Федор Иванович. Только ты это, маски-шоу не присылай, как в прошлый раз, ладно? Ну а в чем тогда проблема? Понимаешь, вроде как родственник мой, подполковник, приехал сюда на курсы повышения квалификации. Можешь помочь ему встретиться с его дипломом побыстрее, а? Не беспокойся, сделаем. Все будет как в аптеке. Красавчик, я не сомневался. Все, давай, я твой должник, целую в звезды. Ну вот и все. Новиков Федор Иванович, матч-реванш окончен в мою пользу. Летите на родину. По-моему, у нас очень хорошо получается изображать счастливую семью. Ведь я, знаешь, не хочу больше, чтобы меня целовал, обнимал и вообще не хочу никакого второго ребенка. Ну, подожди, а мы тогда не будем похожи уже на счастливую семью. Ну хорошо, давай мы не будем этой счастливой семьей, мы будем просто обычной, нормальной семьей, Витя. Тогда твой папа подумает, что мы поругались. Ладно, хорошо. Давай мы пойдем на компромисс. Ты обнимаешь и целуешь меня не чаще, чем 1 раз в час. И точка. Ну вот оно и попалось. В сутках 24 часа, а в году вообще почти 9000. Давай, может, пошалим, а? Клоп, поиграем, побегаем, а? Давай какое-нибудь приветствие новое придумаем. Хай, привет, чувак. Йоу. Ну когда уже дед Федя вернется? Чего ты к нему пристал-то, а? Что, нам с тобой плохо, что ли? Что, нам заняться нечем, а? Ну, я же еще маленький, не пью. А дедом Федей мне всегда весело.
Дед Федя вернулся! Дед Федя вернулся! Вернулся. Надеюсь, ненадолго. Павел, вы не поверите, мне за отличную работу квалификацию присвоили досрочно. Жалко теперь. Матч-реванш отменяется. Вы ведь, наверное, теперь на вечерний поезд захотите успеть, да? Да какой там? Я еще на 3 дня могу остаться у вас. Да, командировка-то оплачена. Так что гуляем. Влад, бери змея и пойдем запускать. Павел, может, вы с нами? Я же знаменитый актер. Передо мной преклоняются миллионы. А я теряю уважение собственного внука, как только появляется какой-то мент. Ничего. Я покажу вам мир моими глазами. И на своей территории, где, как говорится, и стены помогают. А у меня другое предложение. Давайте все вместе. Вот, мы же семья, да, Федя? Угу. Поедем ко мне на съемки. Прямо на съемочную площадку. Я, ты и дедушка Федя. А? Ты возьмешь нас на съемочную площадку? Так круто! Маленькая, конечно, гримерка. Необычный вагон, метров 15. Но здесь я хотя бы могу скрыться от разъяренных толп поклонниц. Неплохо. Да, дед у меня крутой. Паш, ну ты представляешь, Иванов заболел. Так что эту сцену с отчетом в МВД, походу, отменим на сегодня. Таких хлипких-то набирают. Увы, подполковник, не получится показать вам мастер-класс. А вы, простите, кто? Я? Новиков Федор Иванович. Из массовки? Из РОВД Знаменского района Орловской области. Подполковник полиции. Отлично! Отлично! А вы не могли бы у нас сыграть одну роль? Ну, как роль? Практически самого себя. Смешная тетя какая. Как можно прохожему, практически постороннему человеку предлагать сложнейшую работу, в которой мы здесь варимся? Павел, ну если надо, я помогу. Вот, и я считаю, такую фактуру нельзя упускать. Прекрасно! Перерыв окончен, все на площадку. Иди подальше. Павел, а это кто? Никто. Вы что себе позволяете? Майор Лавров! Вы где работаете? В полиции или в паспортном столе штаны протираете, а? Сержант Лавров! Если через неделю отчеты не будут лежать у меня на столе, вы у меня мытищи будете патрулировать пешком, с пуделем. Ясно? Стоп! Снято! Просто великолепно! Браво! Спасибо! Вот это мой дедушка! Классно ты сыграл! Простите, а вы не хотели бы принять участие в нашем проекте в качестве консультанта? Да давайте мне сразу нож в спину, перо в задницу, а его на главную роль. Кофе принести тебе, а? Паш, да нет, спасибо. Вы знаете, мне ваших киношных преступников ловить некогда. У меня своих на работе хватает. Спасибо, Станиславский. Ну что, пошли? Что еще такое? Как что? Мы же договорились. Целоваться, обниматься каждый час. Витя, я объясню тебе, для особо одаренных. Когда в доме нет никого, мы не играем в счастливую семью. Подожди-ка. То есть я зря 5 часов копил свои законные поцелуи? Нет, дорогая моя, мы договорились, и я их получу. Вить, ты ну непроходимый, ты тупица. Я в душ и бегом отсюда. Я даже дожидаться отца не буду. Ты идиота кусок, Вить. Так, придется пойти на крайние меры. Ух ты, смотрите, как высоко летит! Класс! Когда не думал, что простой кусок бумаги может такую радость приносить. Да не ревнуйте вы. Кто бы говорил, супердед, у меня только внук появился. Вы отобрали его у меня, еще в работу мою залезли. Да не отбирал у вас внука. И на работу вы меня сами пригласили. Помните?
если я вас кабель высоковольтный грызть приглашу, пойдете? Пойду. Только потом не буду понтоваться на каждом углу. Я занимаюсь реальными делами, а не показухой. Какими там делами, а? Рисуете алкашей в обезьяннике, потом дома под пиво сериалы про ментов смотрите. Дедушки, помогите, я боюсь. Даже за ребенком следить не можешь, следопыт. Помогите, мне страшно. Долго орать будем. Нагибайся, жираф, я на тебя залезу. А почему на меня-то? Я, может быть, полегче вас. Ну, во-первых, бабушка надвое сказала, во-вторых, кто сверху, тот умнее. Да? Давай. А я звоню вас повыше все-таки. Ладно, но у меня вещички подороже. Долго будем погонами мериться. Ладно, давай. Только аккуратнее там сзади. И у меня грыжа между 6-м и 7-м. Поехал. Давай. Давай. Только не упадите. Давай, давай. Аккуратней. Витя, где мои вещи? Я их постирал. Не беспокойся, они очень быстро высохнут. Витя, мозги уже у тебя высли. Давным-давно, понимаешь? Ты меня достал, Вить! Расслабься, малыш. Выпей. Твое здоровье. Ты у меня уже в печенках сидишь. Вот когда придет мой отец, мы расстанемся у него прямо на глазах, понятно? Я не могу тебя бросить. Дорогой мой, я все сама сделаю за тебя. Как всегда. Алло? Что? Аня! Владик звонит. Говорит, что в больнице. Спасибо большое. Спасибо. А у меня тоже вывих. Паш, у вас как? Нормально. Столько лет я без каскадера работал, а коленки первый раз тряслись. Я первый раз в жизни у заслуженного артиста на спине стоял. У меня не меньше тряслись. Дедушки, как же я вас обоих люблю. Только обижайтесь больше, не ругаться. Просто вы такие разные. Прав, Клоп. Разные. И менты разные. А клопа любим одинаково. Нет, два настоящих супердеда с суперспособностью лазить по деревьям. Деды суперские. Жалко, у родителей не клеится. В смысле? Да я уже давно понял, что они разошлись. Влад! Что с Владом? Владик. Что с ним? Прибежали, а? Привет. Психоз какой. Нормально все с Владиком, жив-здоров. Ну, слава богу. Ну все, начинаем ругаться. Я в этом спектакле не участвую. Возник метаться, все зрители в сборе. Извините, пожалуйста, мы на одну минуточку. Может, скажем им, что все в курсе? Да нет, пусть еще поизображают. Что там изображать-то? Ваша актриса приличная, а мой пинчик какой-то. Не в меня пошел. Слышь, ребята, честное слово, смотреть просто смешно. Хватит Ваньку-то валять. Все не дураки, вон, все давно поняли уже. Вить, Ань, я хоть и мент, но не дурак. Главное, помните, что вы у Влада одни. Как и мы с Пашей. Это да. Ну что, до скорой встречи, Клоп. Ну что, в океанариум? В зоопарк пойдем. Клетку с обезьянами посажу по деревьям, хоть научится лазить. Деда, покатай. Как вы там делаете?